Добрый день, друзья! Я продолжаю рассказывать вам о трипсах, мучнистых червецах, о щитовках, как бороться на наших любимых растениях, орхидеях. И еще расскажу вам о улитках. Я в прошлый раз просто забыла вам о них рассказать, но это из моей практики. Я один-единственный раз сталкивалась с этим, но успешно с этим боролась. А на фоне постоит орхидея Интрига. Хочу вам ее показать только лишь по той причине, что она не раскукливает корни, она ничего пока с корнями и с листочками не делает, но она на каждой веточке, на каждой здесь распущена, но здесь вот видно, абсолютно на каждой веточке начала продолжать наращивать бутончики. Очень приятно. Здесь тоже. Продолжает очень красиво цвести. Ну и то, что касается, опять же, этих противных вредителей. В грунте, вот именно в грунте, один-единственный раз в одной купленной орхидее я точно так же положила на ночь картошечку, а на утро, когда перевернула срез, увидела маленькую, очень маленькую, ну, как относительно, конечно, подуры, она очень крупная, и понятно, что это улитка. Показалось это очень милым таким, ну надо же, улиточка в грунте, так интересно, так здорово. Очень похоже, знаете, на аквариумных улиток, катушек, только светленькая такая. Ну именно вот с домиком, именно с домиком. Так поумилялась. А потом пошла читать, что же это такое. И пришла просто в ужас. Оказывается, вот эти слизни, улитки, ну, у кого есть сад, это прекрасно знают, что они очень любят, особенно вот эти слизни, ну, улитка ничем сильно от него не отличается, очень любят молодые корешки, молодые стебелечки, все, что молодое, не органику старую, а именно живую ткань, любят сгрызть. У них там такие маленькие, ну это, конечно, смешно говорить о том, что у них зубки, но у них такая ротовая полость, что они это все грызут. И когда я об этом прочитала, думаю, ой-ой-ой, то есть молоденькие корни могут быть просто съедены. Причем делают они все это очень-очень быстро. Ну что, почитала, посмотрела, думаю, как же быстренько найти, чем с ними бороться. В магазине нашла совершенно простой препарат, называется Гром, от слизней и улиток. Там такие маленькие голубенькие гранулки были, я насыпала их в горшочек, там сколько надо было, там 5, 6, 7, как по аннотации к препарату написано. При поливе все это с грунтом вместе там растворяется, исчезли. Не нашла больше. Но когда стала разбирать горшок через какое-то время, вы знаете, я нашла там кладку этих улиток. То есть всех живых я на тот момент убила. Но кладка осталась. И там малюсенькие-малюсенькие, они еще не расползались, но уже были. Хорошо, что я через какое-то месяца через 3, наверное, его пересаживала. Все, естественно, я выгнала это, убрала. Больше с улитками я никогда не сталкивалась. Но был и такой опыт. Так что с разными вредителями боремся разными препаратами. Теперь то, что касается трипсов. Вот это все препараты, которые у меня есть в наличии, которыми можно бороться с трипсами. Трипсы не живут в почве, они живут в пазухах орхидеи. Но на картошечку, на сладенькое, на яблочко его можно просто выманить и увидеть. Я таким образом и определила, что у меня есть трипсы. А потом, когда уже присмотрелась, ну, рассказывала вам, что подошла, начиталась. Но когда я первый раз увидела на картошке, вот я и пошла читать. Что же это такое? А потом, когда уже подошла к растению, увидела его на листике. Но он шустрый, юркий, быстро в пазуху, прямо моментально. И вот там-то он и живет, размножается, откладывает свои яйца,
личинки, нимфы и так далее. Ну, то есть проходит все стадии развития. Естественно, каждый вредитель проходит какие-то свои стадии. Если тепло, быстрее, если холодно, то медленнее. Но трипсы очень любят подгрызать растения, и образуется совершенно неживая ткань, там, где они погрызли это все, там они питаются именно вот этими соками молодых растений. И в пазухах там они всегда помягче, поэтому вот там они просто обожают жить. В тот момент, это было очень давно, все вредители, я просто слежу сейчас за ними, и поэтому все вредители у меня были давно, кроме того, что я всегда борюсь с клещами, потому что у нас очень жарко. А трипсы и клещи, они просто любят очень сухую и теплую погоду. С ними приходится, ну, с трипсами как таковыми нет, но в прошлом же году я его видела, все равно погрыз одну у меня орхидею. Поэтому здесь я как бы борюсь какими-то препаратами системными и с клещами, и с трипсами одновременно получается. Очень удивительно, что и то, и на того, и на другого, например, действует один и тот же препарат, но биокил. А я как раз в прошлом году пару раз опрыскивала биокилом. Так что трипсы у меня исчезли сами по себе. Я больше его нигде и не увидела. Бороться с трипсами нужно обязательно. Можно бороться актарой. У нас это самый доступный препарат. Хотя и вот эти сейчас все препараты, они все продаются в обыкновенных, даже сетевых магазинах. А тогда, когда я первый раз увидела трипса, я в каком-то интернет-магазине выписала препарат Маспилам. И после 2 обработок я делала только опрыскивание. А когда делаешь опрыскивание, надо очень хорошо пробрызгивать все пазухи растений. Дать там полчаса, 40 минут постоять, а потом можно все это протереть, потому что мы не можем оставить никакой ни препарат, ни воду в пазухах, иначе начнет гнить орхидея. Наш питомец опять мешает съемке. Он хочет играть с котами, а, видимо, кот не хочет. Сейчас я постараюсь его успокоить. Ричи, иди ко мне на ручки. Будешь звездой Ютуба. Нет, ты будешь звездой. Ты будешь спокойненько у меня сидеть на руках. Будешь? Нет, это все нельзя нюхать и трогать. Нет. Ты и так мешаешь, и так мешаешь. Да, дружок? Да? Все. Ну хорошо, хорошо, и я тебя люблю, конечно, люблю. Конечно, люблю. Конечно. Все, будь здоров. Да. Все, не будешь больше мешать? Не будешь? Ну и хорошо. Не мешайся, пожалуйста, не мешайся. Почему же мы актарой пользуемся от трипсов, мучнистого червеца и щитовки? Но от трипсов тут все понятно. Можно напоить корни, можно еще опрыскать этим препаратом. И даже нужно. Трипсу нужно и контактное действие. Помимо того, что актара системный препарат, то есть после того, как вы напоите корни, и все это разнесется по клеткам растения, трипса еще нужно и опрыскать. То есть вы, когда готовите раствор, вы одну часть оставляете для трипса для опрыскивания, а одной частью замачиваете корни. Причем нужно замачивать только одно растение, для того, чтобы не перезаразить, не дай бог, какой-то другой болезнью. Ну, мы же не знаем, что там находится в горшочке. Поэтому лучше всего один раз и вылить его. То есть утилизируем. Замачиваем обязательно в горшочке. Вот ничего, мы не достаем орхидею, не разбираем корни. Если она у нас недавно куплена, корни хорошие, нам ее не нужно на данный момент пересаживать, в этом горшочке мы замачиваем все. Точно так же при мучнистых червецах и при щитовке. Замочили, не страшно, что там находится торфяной стакан, но как-то же она прожила в свой год, полтора, два, пока ее растил
там производитель или садовник, но она же живет с этим торфяным стаканом. Потом, когда закончите все эти обработки, хорошо очень просушите корни, торфяной стакан тоже просохнет. Не нужно разбирать орхидею, стараться достать этот торфяной стакан. Он не мешает жизни орхидеи, если вы будете хорошо его просушивать. Все замачиваем вместе с торфяным стаканом. Стараемся все это обработать. Прям вот так наливаете. Прям замачиваете, ставите в какую-то плошку, чашку, куда вам удобно. Вот так наливаете раствор. Даете постоять 10, максимум 15 минут. За это время корни напитаются. Все сливаете хорошо, обязательно весь раствор вот прям поднимаете. Я иногда вот так поднимаю, и вот в эти дырочки, которые есть в горшке, стараюсь, чтобы весь раствор был слит. Для чего же нам нужен еще этот системный препарат? Ну, с трипсами как бы все просто. Можно и опрыскать, контактно сделать, и корни напоить. А вот щитовка и мучнистый червец, к сожалению, опрыскать их, это не даст никакого результата. Поэтому здесь обязательное замачивание корней. А вот опрыскивать вообще не нужно. Щитовка потому и называется щитовкой, потому что вот этот панцирь, через этот панцирь не пробьется ничего. Никакие опрыскивания не помогают. Поэтому только системный препарат, который проходит на клеточном уровне. Вот когда укусит щитовка или мучнистый червец, тогда они получают свою дозу этого препарата, этой отравы. И только от этого они погибают. Еще есть вариант. И щитовку, и мучнистого червеца можно очень просто механически снять. Вы видели, когда у меня была орхидея Сара, мы ее разбирали с вами, ну просто при покупке я вам ее показывала, сейчас я вам ее покажу, она уже второй раз зацвела, стоит здесь на полочке рядышком. Когда я вам ее показывала, я на ней нашла щитовку. Вот так чудно Сара зацвела. Щитовку на листике, я ее сразу убрала и сказала вам, что если я еще увижу щитовку, я обязательно ее обработаю. Я щитовки так больше и не увидела. Я ее не обрабатывала. Иногда достаточно, если вы заметили одну-две, только снять обязательно мокрым диском. Потому что вот под этим щитком находятся маленькие ее дети, которые не как мама прикрепилась и живет в одном месте, они моментально разбегаются. Вот они еще бегают. Потом, да, они становятся взрослыми, всего там наелись, на нашей орхидеи повзрослели и опять прикрепляются и не двигаются. Но когда увидели, снимайте обязательно мокрым диском. А если есть мучнистый червец, обязательно отбирайте его. Вот же взрослая особь, она тоже малоподвижна. Взрослая особь малоподвижна. Но я в своей практике видела маленьких, быстро бегающих по стеблю растения, прячущихся вот в этих пазухах наших спящих почек. Вот там они туда проникают. Казалось бы, как здесь можно проникнуть, так все хорошо. Прямо вообще нет никакой щелочки здесь для того, чтобы проникнуть. Они проникнут. И вот там они будут дальше развиваться. Поэтому мучнистого червеца, если мы видим, мы снимаем. Но именно обработки делаем корневые. Прекрасный препарат Актара. Я больше ничем не пользовалась ни разу, потому что последний раз вот мучнистого червеца я обрабатывала года полтора растения, которое я принесла и действительно увидела мучнистого червеца. И обработала. Больше пока не попадалось. Ну и, наверное, очень хорошо. И для обработки мучнистого червеца и щитовки я делала такие обработки трижды с разницей в 5-7 дней. Ну, потому что у меня это были обработки в жаркое время, весной или летом, было очень тепло. Стадия развития у них от 5 до 7 дней, поэтому раз в 5-7 дней я обрабатывала именно Актарой.
Значит, первая обработка это 2 грамма на 5 литров, потом мы увеличиваем дозу 4 грамма на 5 литров воды, и третья обработка это 6 грамм Актары на 5 литров воды. Я еще пользовалась биокилом. В прошлом году я опрыскивала от клещей, и, видимо, того трипса, которого я видела, я обработала биокилом, больше я его не видела ни разу. Вот этими всеми препаратами можно воспользоваться. Вот этот новый препарат фирмы Bayer, тоже очень интересный. Им тоже можно пользоваться в обработке от трипса. Не пробовала, хочу попробовать им обработать летом. Ну, просто сделать одну из системных обработок. Когда попробую, тогда вам расскажу, какой он еще может оказывать. Или окажет, или не окажет какое-то действие. Но это уже будет ближе к осени, наверное. А так, в общем-то, внимательно читайте, что написано на препаратах. Если написано, что можно обработать от трипса, потому что не у всех, не в каждом населенном пункте продается вот все абсолютно такие препараты. Просто внимательно читайте инструкции, то, что пишет производитель на препаратах. Но для меня Актара является просто универсальным препаратом. Вот для обработки от мучнистого червеца, щитовки и даже трипса. Если есть возможность приобрести Актару, вот именно такую Актару, не жидкую, с голограммой. У нас она продается с голограммой. В некоторых вот такая же точная упаковка, но без голограммы. Это фирма Сингента. Вот эту Актару, это настоящая Актара, ее никто не подделывает. А в жидком растворе, я пробовала, у меня жидкий препарат практически не дал никакого эффекта. Поэтому я пользуюсь только вот таким. Если у вас появился какой-то вредитель, то с ним обязательно нужно бороться. А со щитовками, трипсами и мучнистыми червецами просто обязательно нужно бороться. Иногда даже мы не видим этого вредителя, вот не видим ни щитовки, ни мучнистого червеца. Но первый признак, когда мы поворачиваем листик орхидеи, а здесь не по краю идут, знаете, бывают по краю маленькие-маленькие капельки. Это не вредитель. А вот когда здесь есть такие полоски липкие, вот это первый признак, что у вас появились или щитовки, или мучнистые червецы. Они точно так же ночью любят поползать по листикам. Если, конечно, вы видите уже взрослую особь, это значит уже точно есть. А вот эти маленькие-маленькие, вот они ползают, кусают растения. А вот этот сахарный сироп, это сахарная падь, которая от них остается. Они не перерабатывают и выделяют эту сладкую часть. И вот если на листиках появилось такое, бьем тревогу и начинаем обрабатывать, даже если не увидели его. Но когда увидели вот этот сахарный сироп, так называемый, обязательно пересмотрите все свое растение. Обязательно внимательно изучите все пазухи. Еще тля оставляет такие же сахарные штришки. Вот именно штришки, не капельки, а какие-то такие, знаете, как брызги. А вот клещ, трипс, они таких следов не оставляют. Здесь нужно как-то трипса выманить, клеща никак не увидите. Но о клещах мы сейчас не будем говорить. Я снимала большие видео и рассказывала вам, какими препаратами я борюсь с клещами. Все ссылочки, которые я оставляю в правом верхнем углу экрана, это будут ссылки на то, о чем я говорю. Обязательно эти же ссылки будут под видео. Смотрите, боритесь, никогда не оставляйте вредителей без внимания, это очень важно. И до новых встреч! Увидимся на канале.